Всем привет! Еще один небольшой туториал по рисованию пером и тушью, по рисованию фигуры. Это то, как я вижу скетчинг в фигуре. Там я тоже произвожу поиск всяких решений. Если вам интересно, то давайте берите листик, бумажку и рисуйте вместе со мной. Это прикольно. Всем привет! Снова небольшой эфир. Тын-тын. Это не кофе, это чернила. Просто я налил туда маленькую, супер маленькую кружечку, чтобы мне было удобнее. И сейчас еще немножко пройдусь по вот этой теме с рисованием фигуры. Так, тут у меня другие нарисованы штуки, но окей. И главное и основное, это вот наша радость, это торс. То, что нам определяет всю фигуру. Торс, который посажен на позвоночный столб и который работает с тазом. И вот эта вот структура, она уже очень-очень-очень сильно определяет нам то, как будет выглядеть рисунок фигуры, и там какая в нем динамика, и какие особенности мы можем туда радостно принести. Если я вот так вот выгнул, то это уже прям много говорит о позе. Тут есть точка, куда прикрепляется нога. И это такая довольно простая история, в таком моем скетчевом понимании. Она идет до колена, линия, которую я приношу отсюда, и тут выгибается вот в такую форму. И приходит в стопу. Ты-дым. Окей. Вот сюда она придет. И по сути у нас уже есть динамика. И эта динамика уже очень много нам дает. То есть, опять же, в моем видении я могу нарисовать сюда еще что? Голову, и фигура плюс-минус закончена. Ты-дым. Ты-дым. Что я хочу сказать о этой фигуре? Об этом можно сказать и такими очень короткими зарисовками. Но, я думаю, нужно идти дальше, исправлять некоторые косяки. И если, например, будет такая поза, тоже довольно странная, но я иду кривой дорожкой смелых экспериментов. Так, ты-дым. И тут мышцы, соответственно. И, например, она опирается, вся вот эта вот фигура опирается на какую-то такую палку. То есть у нее вес перенесен. Теперь она не падает, а она находится в устойчивом положении, но с опором на такую большую палку. Что это может быть, я пока, в общем, не знаю. Это как будто бы такая студийная тема. Окей, тут хвостик. Начинаю чуть прорабатывать эту историю с фигурой. И акцентируюсь сразу на основных штуках. Это там, где приходят ноги в бедра. И думаю, буду сразу понемножку рисовать одежду. По сути, я рисую примерную анатомию. И я могу ей не ограничиваться, могу принести вот такие элементы.
И сразу же видно, что человек одетый. Тын-тырынь. Ну, конечно, это нужно еще подотработать. Вот эти все складки, все детали. И могу сразу же делать вот эту вот линию терминатора, которую я делал отдельно. Кстати, может быть и лучше получится. Потому что рандомнее будет, разнообразнее. Окей. Такой непростой был день явно у персонажа. Может быть, это все так излишне утрировано. Ну ладно, я буду смотреть, что получается. Сразу же приношу идею складок в тех местах, где они могут быть. Не сказать, что очень думаю над складками. Но сейчас пытаюсь интуитивно нащупать, каким образом эта история со складками будет развиваться. Чуть поинтенсивнее хвост. Окей. И, наверное, руки. В принципе, я понимаю, что я могу обобщать, когда рисую одновременное рисование складок и рисование мышц. Но пока не очень научился. Еще одна рука будет здесь. Вот такая. Ну, окей. Как с торсом разобраться, это, конечно, прям проблема. Сейчас попробую принести туда вот эти вот штрихи, которые радостно показывают мне цилиндричность этой формы. Но если, в принципе, сделать такую, типа, лихость у штриха, то это все плюс-минус прокатывает.
А значит, что тема рабочая, а значит, что нужно ее прям побольше погонять. И она, в принципе, станет мне такая родная. И вполне это стильно. Палку рисую таким тоже довольно лаконичным способом. Пам-пам, пам-пам. То есть не прорисовываю все. Прорисовываю только акценты. И они создают мне ритм, и получается такая прям структура. Тут получился набалдашник. Вот так я отдыхаю от проектной деятельности, рисую девушек. Ну окей. Что-то с ней не так, но я не пойму, что не так. Немножко сделаю атмосферности. Чуть-чуть размывая то, что вокруг. И с этой стороны тоже. Окей. Теперь покажу, что получилось. Вот такая девица. Тыдым. Тыдым. Такие ноги. И мне кажется, она устала. Стоит такая, опершись. В общем, вот. Всем спасибо за эфир. Всем пока. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И там внизу смотрите описание, плейлисты, где можно посмотреть, как рисовать фигуру, ландшафт, архитектуру, все всякие интересные вещи, которые нас окружают. А меня зовут Кичигин Эдуард. Всем чао-чао. Пока.